потомок венгерских королей. Первая женщина-профессор математики. Женщина-скандал. Женщина, которая ломала все рамки, в которые пытались ее поместить. Кто она? Сегодня мы узнаем об этом. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня мы будем говорить о Софье Ковалевской, первой женщине, которая была профессором математики. Мы поговорим о ее необычной, довольно интригующей и полной событиями, но короткой жизни. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, Софья Васильевна Ковалевская родилась 3 января 1850 года в семье Василия Корвина-Круковского, который был артиллеристом, генерал-лейтенантом, а также его жены Елизаветы Федоровны Шуберт. Эти оба человека были довольно потомственные дворяне. То есть мама Ковалевской, ее дедушка, он был немец, и он был первый астроном в России, Шуберт. А отец матери, он был довольно известным геодезистом, основоположником науки геодезия. А по стороне отца были очень многие знатные люди. Это был довольно знатный польский род. Они даже являются потомками венгерского короля. И вот Ковалевская родилась в Москве, но уже в 1958 году семья переехала в усадьбу Полибино. В этой усадьбе она провела свое детство. У нее есть много интересных воспоминаний, но одна из таких легенд гласит о том, что в ее комнате, когда она была маленькая, еще не было обоев. Да? Обои – это то, что люди клеят на стены. Мы говорим обои. Вот. Но у нее еще не было обоев, и до того, как наклеили обои, просто клеили разную бумагу. И у нее на стенах были дифференциальные уравнения. И как вы видите здесь, было их так много, и она все время на них смотрела. И она уже, когда была маленькая, была немножко заворожена этими магическими цифрами, формулами и тому подобное. Позже, когда она будет учиться в Санкт-Петербурге, профессор Страннолюбский будет говорить, что вам на удивление легко даются дифференциальные уравнения, как будто бы вы знаете их уже наперед. Что, собственно, и было правдой, потому что она очень много времени проводила перед этой стеной. И когда ей было 8 лет, папа нанял ей учителя, заметив, что у нее есть способности к математике. Однако детство было у нее довольно активным. Она очень много проводила времени на улице, она гуляла с ее гувернанткой из Англии, но у нее также были страхи. Она очень сильно боялась котов, особенно черных котов, потому что ее гувернантка рассказывала ей истории о том, как эти коты могли превратиться в оборотня. Да? Но в то же время она очень сильно боялась разбитых кукол. Да, если она видела вот такую разбитую куклу, ей было очень страшно. Вот. И ее сестра любила над ней так шутить. Когда она уже была подростком, у нее начались такие первые увлечения, и она начала увлекаться литературой. В то время ее старшая сестра Анна, которая была старше ее на 7 лет, она решила стать писательницей, что совершенно не нравилось их отцу. Но этой Анне также очень нравился никто другой, как Федор Михайлович Достоевский. И Достоевский, она писала ему письма, и даже ее первые произведения были опубликованы в его журнале. И, конечно же, Софья, сестра Анны, ей тоже нравился Достоевский, и ради него
она пыталась тоже писать какие-то стихи, рассказы, и когда он приезжал, она даже выучила его любимую сонату Бетховена, потому что она знала, что молодой Достоевский очень любил Бетховена. Однако ему была не так интересна Софья, как ее сестра Анна, и он признавался ей в любви. Но Софья и Анна решили, что раз им обеим нравится Достоевский, поэтому они решили: не доставайся же ты никому. Поэтому они отказали Достоевскому, Анна отказала ему, и они решили жить дальше так. Вот. Когда ей было 16 лет, она отправилась в Петербург и уже училась математике у Страннолюбского в женской гимназии. Ей очень легко давалась математика, и, конечно же, к 18 годам она хотела продолжать ее обучение в университете. Но, как вы понимаете, для женщины в России в то время было невозможно обучаться в университетах, потому что, просто не было таких возможностей. Женщина должна, вот как говорил ее отец, Софья росла и все больше увлекалась наукой. Она мечтала поступить в университет, но в те времена женщинам в России не разрешали учиться. Папа с мамой не отпускали дочку за границу, потому что в России было невозможно, да, и она хотела поехать за границу, то есть в другие страны, и там обучаться в университетах. Вот. Но они хотели, чтобы она вышла замуж, растила детей и занималась хозяйством. Вот, как все женщины в то время. Вот, видите, папа говорит: вот, нужно много детей, и давай готовь вкусные пироги. А она: нет, я в университет хочу. Вот, трудное было время. Но ей пришла идея. Она решила заключить фиктивный брак, то есть не настоящий брак, с другом ее сестры, которого звали Владимир Ковалевский. Вот, собственно, его фамилию она и взяла. И, конечно, он знал, что это брак не настоящий, но в душе он испытывал к ней теплые чувства и в письмах друзьям называл ее воробушком. Вот. И свадьбу сыграли они в России, и после этого они отправились в Германию вместе. Кстати, ее муж, он был довольно хорошим палеонтологом, и вследствие чего его судьба, которая была связана с Ковалевской, многие палеонтологи ее не любят из-за этого. Вы узнаете почему чуть дальше. Вот. Они приехали в Германию, когда ей было 20 лет, и она хотела поступить в университет, но это было трудно, поэтому она брала частные уроки. Да, она приехала в Берлин, и в Берлине она начала заниматься с профессором Карл Вейерштрасс. Да, его звали Вейерштрасс. Вот. И с этим профессором она занималась. Когда она к нему первый раз пришла, он дал ей какую-то задачку. Он подумал, что, боже мой, эта женщина, она ничего не знает, больше я ее никогда не увижу. Но когда она решала эти уравнения, очень трудные, он на нее смотрел с восхищением. И он смотрел на нее не только как на женщину, которая очень умела в математике, но и также на очень интересного человека и, возможно, на красивую молодую девушку. Вот. И когда она жила в Германии, в то время у них тоже родилась дочка у ее фиктивного мужа. То есть со временем они все-таки сблизились, вот, и полюбили друг друга. Однако через несколько лет учебы у этого профессора она сказала, что ей нужно ехать, и она поехала во Францию. Во Франции в то время были французские парижские коммунары, была революция, и ее сестра Анна и она вместе, они работали сестрами милосердия, то есть как были медсестры. И они помогали раненым революционерам. Муж Анны, он был тоже француз, и он был революционер. Однако через небольшое время их поймали и арестовали. Мужа должны были расстрелять. Та-та-та-та. Да, а саму Анну, сестру
Софии должны были отправить на каторгу, то есть она должна была быть в тюрьме всю ее жизнь. И в этот момент происходит очень необычная, такая даже немножко детективная история, потому что отец Анны и Софии, Василий, уже ему тогда было 68 лет, совсем не молодой по тем временам. Он приезжает в Париж и использует все его связи, чтобы вытащить их из этой ситуации. Ему это удается. Анна и ее муж из Франции бегут в Англию, где ждет ее старый друг, никто иной, как Карл Маркс. Вот. А наша Софья, она идет назад в Германию. Вот. И она продолжает учебу с Карлом Вейерштрассом. И уже в 1874 году она защищает не одну, не две, а 3 диссертации в Геттингенском университете. Она получает степень доктора философии по математике. Вот. И какие были у нее, как назывались ее диссертации? Да? Первая была о теории частных производных уравнений, то есть вторая была о кольцах Сатурна, и третья была об интеграле Абеля. Все это звучит довольно абстрактно, но я знаю один факт, что благодаря ее исследованиям люди стали больше знать о теплообмене. И сейчас в домах, когда мы можем включать горячую воду в душе, или когда у нас есть горячая вода в батарее, и нам тепло зимой, это все благодаря Софье. Спасибо тебе, Софушка. Ну вот, она закончила университет, но, к сожалению, она хотела преподавать. Она хотела преподавать математику, но в то время ее никто не брал. То есть женщинам также даже в Германии не давали возможности работать преподавателем или профессором в университете. Поэтому она возвращается назад в Россию. Вот. Она возвращается назад в Россию и начинает быть вместе с ее мужем, и она работала какое-то время журналистом. Вот. Писала разные, я не помню, рецензии или что-то типа того. Вот. И у ее мужа появился отличный бизнес-план. Да? Он решил попробовать инвестировать деньги в акции какой-то компании, которая занималась строительством домов. Однако их обманули. Да, она ему помогала все рассчитать, этот бизнес-план, полностью все деньги, но их обманули, и после этого ее муж, он оказался в больших долгах, он разорился, и он покончил с собой, да, вот, потому что была такая стрессовая ситуация. Когда Софья узнала об этом, она не была в России, она была за границей, и когда она услышала, она не могла есть 5 дней, ей было так плохо, она чувствовала, что это ее вина. И у мужа было очень много долгов, но делать было нечего, она собрала все вещи, взяла свою дочь и отправилась в Германию к ее старому другу Карлу Вейерштрассу. За эти 10 лет, которые она провела в России и не занималась математикой, то есть с 24 лет до 34, этот профессор Вейерштрасс, он писал ей письма. Мы не знаем, о чем были эти письма, были ли они просто о математике или же что-то было там больше. Он, к сожалению, сжег все письма после ее смерти. Вот. Но когда она приехала, он смог использовать его связи в этот раз, и он нашел ей работу профессором кафедры математики Стокгольмского университета. Да, и уже через год она начала преподавать математику в Стокгольмском университете. Это была ее мечта, понимаете? Она осуществилась. Однако первое время ей не платили деньги. То есть это был испытательный срок, и сначала она преподавала на немецком, но потом ей нужно было выучить шведский, и она начала преподавать уже на шведском. И вот она заслуженный профессор математики шведского университета, вместе с ее дочкой живет в Швеции. Это было одно из самых лучших времен ее жизни, потому что она уже оправилась от смерти мужа,
Она стала заслуженным профессором, и потом, когда она приехала в Россию, ее назначили членом-корреспондентом Санкт-Петербургского университета. Вот. То есть она не была профессором, но член-корреспондент. Это уже очень высокая должность. Вот. И в 1884 году она даже написала роман «Нигилистка», который рассказывал о другой женщине, которая посвятила свою жизнь тому, чтобы быть с мужем, который был революционером. Вот. И сама Софья всегда была такая бунтарка, против системы она шла, да, как вы понимаете. За те идеи, которые она написала в Швеции, в России ее правда могли бы отправить на каторгу. Вот. Поэтому было непросто. Да. И, как вы понимаете, она была матерью-одиночкой, было непросто. Когда она не занималась математикой, она шила. Вот, было у нее такое хобби. И даже в 1888 году она получает премию, сейчас скажу, какую премию, французскую премию, да, премия Бардена. Вот, за работу по вращению тяжелого несимметричного тела. Тоже очень интересно, то есть она становится действительно таким узнаваемым профессором математики. Вот. Она также получила премию Шведской академии наук. Она была, да, очень, очень важная. То есть она любила писать, очень все было классно. И даже в конце 80-х годов она познакомилась с тезкой ее бывшего мужа, то есть Максимом Ковалевским. Не тезкой, а однофамильцем. У него была та же фамилия. И у них потихонечку начиналось завязываться отношения. Он делал ей предложение раз, она отказала. Сделал предложение два, она отказала. Как будто бы она чувствовала, что ей осталось недолго. И вот когда в третий раз он сделал ей предложение, она согласилась, да, и она сказала ему: «Я чувствую, что кто-то из нас не доживет этот год». Ну, это не восприняли серьезно, вот. Но потом, когда она возвращалась из Риверы, она была вместе с ее будущим мужем в Стокгольм, в Европе была эпидемия, да, я думаю, была оспа или холера, не помню, что-то была проблема. И она решила поехать другим путем, и не было закрытой повозки, была только открытая повозка, и она простудилась. Да? У нее была пневмония, и, к сожалению, в возрасте 41 года она умерла. Умерла очень рано, да, к сожалению, но оставила за собой очень большое наследие. Вот и все, друзья, на сегодня. Не знаю, было ли вам интересно послушать про женщину-профессора. Если да, пишите в комментариях. Вы знаете, у меня есть уже целый список разных видео про людей, известных людей из России. Это вот сегодня первый про женщину. Я надеюсь, что вам понравилось. И, конечно, поставьте лайк, если вам действительно понравилось, и вы все еще здесь. Я буду очень и очень вам за это благодарен. А также огромное спасибо всем моим патронам и моим супер-патронам, таким как Джоэл, Джош, Джефф, Лиз, Холли, Андрея, а также Брюс Ли. Если вы тоже хотите меня поддержать на Патреоне, вы знаете, что делать. Переходите по ссылке вот сюда и становитесь патроном. Получите много разных классных плюшек. Всего хорошего, друзья. Изучайте русский и пока-пока.